Доброе утро. Сегодня мы идем в ботанический сад МГУ. Купили билет на экскурсию. Денек у нас сегодня почему-то пасмурный, но надеемся, что это не повлияет и дождь не пойдет тогда, когда мы не хотим. Потому что мы хотим посмотреть цветочки. Ну и все, что там растет в этом парке, в этом ботаническом саду. Вот, будем вести репортаж. Как говорится, не отключайтесь. Итак, заходим по лицу. Считай меня. Спасибо. Па-ба-ба-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-бам. Итак, мы приехали на станцию метро Ломоносовский проспект. Сейчас выходим наружу. Одна остановка от наших раменок, чтобы выйти туда, где будет ботанический сад МГУ. Могли бы, конечно, пешком дойти, но сегодня не хотим опоздать, потому что в 12 начало, а уже пол-12. Все, вперед, пошли. Ну, конечно, пасмурно, но я бы не сказал, что прям вот дождь собирается. И даже через час, через два. Как ты думаешь? Не похоже. Нам туда. Вот, мы запутались, где нам проходить. Вот мы здесь. И нам, собственно, вот сюда и надо. Вот здесь вот вход. Поэтому что? Заходим вот в эту калитку, которая прямо у выхода из метро. Пошли. Вот мне нравится это место тем, что здесь очень мало, когда бывает какой-либо народ, несут механики. Есть вот такие прекрасные асфальтовые дорожки, кататься на велосипедах или там на чем бы то ни было. Вот можно так просто идти посреди улицы. Прикольненько. Мы топаем к ботаническому саду. Мы даже что-то рано идем. Ну, в общем-то, мы не знаем, можно ли будет там снимать во время экскурсии. Ну, спросим, я надеюсь, не запретят, что такого-то. А если запретят, то будем тайком снимать. Я выключу вот этот вот индикатор, чтобы не моргал, и все. Вот так вот. Вот здесь вот имеется метеостанция такая старая, прикольная, с очень интересными какими-то приборами. Видно их там. Вот и старейшие яблони растут. Они здесь, я не знаю, им лет 40, наверное, 50, может. Ну-ка посмотрим, что там такое метеооборудование стоит. Что-то пищит. Яблочки уже валяются, подгнивают. Никого. Класс. Вот, я думаю, что вот это вход. Калитка открыта. Касса, билеты. Инструкции. Там вот кафе есть, смотри, какой-то. Ну-ка, что здесь есть? У нас написано. Доска объявлений, ботанический сад. Купим билеты, самостоятельный осмотр. Новости. Все такое. Заходим. 31 августа. Телеграм-канал есть. Научное учреждение. Заходим. Как посетить ботанический сад? Нужно отсканировать QR-код, купить билет и зайти. Все выглядит так по-европейски. Ботанический буфет. Что-то 6. Давай возьмем воду и 2 кофе. 2 компота. Здесь можно прям закусить, смотри. Да. Интересные какие-то тут плакатики. Деревянные скамейки красивые. Класс. Так можно было? Я не знал. Насекомые. Место сбора экскурсии вот там. Отсюда будем стартовать. Нас только что спросили, вам 2 капучины? Нам 2 капучиночки. Да. Что тут еще? Тут также имеется книжная лавка. Пока, наверное, не работает. Сувениры, мерч. Не даже знать такое слово мерч. Почему бы им не знать? О, есть туалет личный. Есть касса. Касса открыта. Красиво. Тут прям все так деревом обшито. Я и не знал. Интересно, давно это сделали тут? Вот кофе подоспел. Пойдем на скамеечку. Ну что, 2 капучино? 2 капучиночки. Ваше здоровье. Алло.
Горячий пипец. Горячий. Горький какой-то. Горький не, ой. Фу. Им надо нанять бариста. Туда, в кафе. Вот нет. Я сюда тебе не разрешаю. Ладно. Итак, мы зарегистрировались на экскурсии, и нам сказали, что, в общем-то, снимать нельзя саму экскурсию. Ну, и ладно, не будем снимать. Будем снимать растения и со своими собственными комментариями будем выбрасываем. Проходим. Экскурсия, да? Да-да, Да, браслетик экскурсия. покажи. Вот. Вот мы зашли внутрь. Что она нам запретила снимать? Мы же можем строить рекламу, и будет больше приходить людей, покупать больше билетов, больше прибыль, оборот, все дела. Ну и ладно, садись на скамеечку. При этом мы празднуем так, что нам 216. Так что получается, что мы старше своего университета. Наша дословно с 1706 года, от Аптекского огорода. У нас обзор экскурсий двух частей. Сначала сперва альпинарий, крупнейший во всей России и Европе. Потом часть небольшую дендрария. Почему кусочек? Потому что 10 гектаров в этот час не вместить никак. Ну а потом вы просто можете любоваться розами, флоксами, всем. Ну что, в дорогу? Пойдемте. Пойдемте. Он-то не знает, что я спрашивал, можно ли снимать. Угу. Мы идем вместе с экскурсоводом, которого мы не спрашивали, можно снимать. Поэтому будем снимать, пока он не скажет, что нельзя. На партерном розарии. У нас была хороший кальцероз, но зима 2002 года, когда холодно было, погибло более 90%. Сейчас восстанавливается с помощью французской фирмы Миян. Уже есть чем полюбоваться, хотя первая волна где-то завершается. Скромно сейчас сирень. Когда сирень цветает, это политика после того, как кончилась предвыборная кампания. Но когда он цветет, это, конечно, чудо. 65 сортов зарубежных и 65 сортов отечественных. Проходит время сирень цветает, начинается время термитных пионов. Тоже видим здесь на двух рабатах 80 сортов. Некоторые какое время интересно, когда сирень, пионы или когда розы цветут. Чем можно всегда любоваться, это аллея лиственниц. Тянется от глаз здания университета до посольства Китая. Фестиваль 1957 года была посажена китайскими студентами в знак вечной дружбы между Великим Китаем и Советским Союзом. Видите, цикл работает, история возвращается. Пойдемте поближе к лиственнице. Идем к лиственнице. Какая интересная скамеечка. Однако. Переходим в секретный участок сада, куда ходят не все, а только с экскурсиями. Так быстро он идет, но говорит он не очень четко. Но что делать? Выбора нет. О, какая красота вот там. Проходим. За оградой заповедная часть. Только экскурсионные группы. Сейчас мы с вами находимся на аллее конских каштанов. Барьером возникает вопрос, почему каштан называется конские. Вот когда в Европе наступили холода, полили каштан, но то каштан съедобный. Те едят люди, а эти растут козы свиньи. Есть, правда, еще одна версия. Давайте дойдем до версии. Посмотрите, когда лист прошлогодний опал, то остается такой листовой рубец. Видите, листовой рубец, который чем-то на подкову, на копыта похож. За счет чего конский каштан вполне хорошо узнаваемый не только летом с листьями, но и зимой. Как один коллега мне говорил, что если вы дерево узнаете летом, а зимой не узнаете, как герой у Зощенко. То есть у невесту в пальто узнавал, здесь пальто уже был. Вот конский каштан всегда узнаваемый. Перед нами дерево, которое пришло к нам из мезозойской эры. Застало еще динозавров. По-разному называют и живое ископаемое, и стремна абрикос. В Германии он называют дерево Гёте, которое читал стихотворение, посвященное вот именно этому дереву. Этот листик был с востока в сад, мой скромно занесен. И для видящего ока тайный смысл являет он. Существо ли здесь живое, разделилось пополам, или напротив сразу двое, предстоит единственно. И загадки, и сомнения. Разрешит мой стих один. Перечти мое творение. Сам я двойственник. Перед нами гинго белоба, гинго дулопсный. Сейчас хочет лупить сопля, кажется, растения во всем мире.
А вот это, как вы заметили, да, урожай тут созревает. Перед нами орех грецкий, что приятно. Сорт идеал, как вы видите, урожай уже созревает. Когда созреет, за него начинают бороться белки, главное агроном. Орех у нас... Он не отбивается, кто первый соберет. Орех у нас грецкий, каша гречевая, а язык греческий. О чем это говорит? Что давно здесь впился до современного русского языка. Достигает грецких колоссальных размеров. В средние века король дал пир столбу с грецкой, 8 метров обхват. Представляете, какое дерево было? А в Крыму в начале 20 века рос тысячелетний грецкий орех. В урожайный год дороже было 100 тысяч орехов на одном дереве. По праву наследства на 5 тысяч он и делился. Пойдемте. Ты понимаешь, что он говорит? Я половину не понимаю, что он говорит, ну как бы в треть. То есть, когда он начинает что-то такое съедать слова. Начинается земля, как известно, от Кремля. А Кремль — это голубые ели, ель колючая. Она действительно более колючая, чем ель европейская или сибирская. За счет чего? За счет чего хвойка покрыта восковой кутикулой. За счет этого она устойчива к зимнему воздуха, но Кремль, центр города, такое загрязнение, что приходит представить, потому что ободранные никак не покажешь ни гостям, ни хозяевам столицы. То, что дети многих поколений так любят бросать и хлопать, легко запомнить, называется снежно-ягодник. Да-да, вот это вот мы бросали и хлопали. А вот это бересклет, бересклет европейский. Посмотрите, какой достаточно высокий кустарник. В нашем месте бывает еще бересклет бородавчатый. У него такие чечевички на стволе, как бородавочки. А во время Великой Отечественной войны в лесхозах женщины, дети до края обдирали пальцы, чтобы скорее бересклета собрать кору. Там гуту нашли, то, что нужно было для резиновой промышленности. Потом кучук начали синтезировать, и необходимости в этом отпала. Тяжелее все, конечно, получилось с приполяррастительностью. Как солнышко не проси, не убеждай, перейти на режим полярдель при ночи никак не сможет. Заменится сиркадскую растительность. Основа альпинария — гранитные глыбы размером от 3 до 6,5 метров. Гранит этот с корейского перешейка. Есть несколько версий происхождения. По одной из них Гитлер вез гранит в Москву, хотел строить памятник на Красной площади. По другой — остатки Маннергейма. Думаю, что все-таки наиболее объяснимо. Строй главного университета, тот, что остался, на что-то не имеет. Но надо дать должное директору сада Базилевского. Не где ты, конечно, а здесь напротив тебя факт. Но вот этот красавец, что вам приглянулся, это кипарисовый горхоплодный. Родина — горы Япония. Где-то 500 метров над моря. Может быть, с деревом до 40 метров растает. А вот это можжевельник казацкий. Любит его за сланниковой формы, но шкаягни ядовитые. Лучше подальше держаться от детских площадок. А вот это у нас можжевельник обыкновенный. Только форма распростертая. Видим сами, там у нас чешуйки, а здесь иглы. Граница Московской области, Костромская, Тверская, в Полесье есть можжевельник. Вот его шкагды можно есть. Есть не больше 20-30. И хорошо известный взрослым джин. Хотели как лекарство, а использовать стали совсем по-другому. Тоже лекарство. Да, опять же вопрос дозы, да, как и все. Вечный греческий принцип чувства меры. Так, это у нас Карпатская горка. Видим здесь чистец византийский, называют ее заячьи или ослиные уши. Похоже на заячьи уши. И что видим? Ель золотистая, ольха зеленая, овсяница. Это кизильник Даммера. В городах часто бывает кизильник блестящий, живая изгородь бывает. А это вот такой симпатичный почвопокровник. Ну, переходим мы с вами к европейской горке. Видим здесь ситник, который во влажных местах растет. Это калужница. Слово калужница — калуга, луга. Руководство по выживанию все равно калужница — это то растение, которое можно есть. Но поскольку оно личное, то или молодое надо есть, и вообще отваривать. Ну, калужницу ели на Руси, но на Руси ели около 200 видов растений, потому что есть очень сильно хотелось. Те же самые молочные реки, кисельные берега. Молочные реки — это туман кубица, а кисельные берега — это рострогуз. Из коричневой кисели в качестве ликов много, чтобы каши было побольше. Ну, наверное, сейчас одно из самых известных горных растений — это эдельвейс. Пока он еще не цветет. Это не значит, что здесь что-то там, какой-то восхитительный роскошный цветок. Все его легенды связаны именно с тем, что он расположен в достаточно труднодоступных местах. Это не так высоко, может быть, там 2500 метров над уровнем моря, но да, вот это вот эдельвейс. Вот табличка, вот он цветет еще. Какие легенды связаны с эдельвейсом? Например, про одну принцессу, которая была красавица, но гордая и тщеславная.
и говорил, что без Эдельвейса никто на ее внимание не рассчитывал. И много юношей пытались Эдельвейс достать и срывались. А время шло, один наконец самосовершенствовался, долез, добыл Эдельвейс, пришел к принцессе. А за это время годы пошли, он на принцессу посмотрел уже, спустя прошедшие годы пошел дальше с Эдельвейсом своей дороги. Вот. Почему так сложно Эдельвейс, говорят, другая легенда говорит, что охраняют ее прекрасные девушки с длинными волосами и очень длинными когтями. Наверное, это помогает по горам перебираться. Поэтому, если кто-то только пытается сорвать Эдельвейс, они его сразу сталкивают в пропасть. Не сталкивают только те, кто влюблен по-настоящему. Так что, видите, легенд про Эдельвейс много-много-много. Что для гор, безусловно, это вот такое растение камнеломка. По-русски камнеломка, по-латыни саксифрага. Говорящее название ломает камни. В медицине, раз ломает камни, наверное, ломает камни в почках. Официально к этому достаточно осторожно. А вот это у нас барвинок малый, а за ней Иванка, як барвинок вьется. Это сосна горная, это рябинолистный. А вот это бадан. На Дальнем Востоке это растение заваривают вместо чая. Причем заваривают не когда лист зеленый, а осенью, когда вот не побрили, либо уже когда весной. Коллега Пригород из Хабаровска сразу показывает, сейчас покажу, как вам заваривают. Считается полезно для желудочно-кишечного тракта. Это мы в Европу идем. Идем в Европу. Мы с вами тиск. Дерево, у которого ядовитое все. И хвоя, и кора, и семена, и даже древесина. Правда, семена покрыты кролика арилусом. Он не ядовитый. Некоторые коллеги пробовали, бело потом уже оставались. Но и у туземцев, и в цивилизованной Европе иногда считали вредным, а третьего собеседника в резной кубок из тиса наливали вино, говорят, действие. И помните, у Робин Гуда лук был сделан из тиса английским. Помните, баллада Руцая-Венга? Английские луки из тиса они делают. У него ягода назвать не совсем правильно, потому что он хвойный, правда? Вот для можжевельника слово шишка ягода, да, а у него семена покрыты такой красной, вот это вот красным присемянником, да, который вот так вот по ученому арилусу называется. В общем, если вы сказали ягода, то надо в кавычки взять, да? Высаживались везде, а среди был пчеловод. И он везде местный мед пробовал. И вот в самый ответственный момент надо бежать на Арго вместе с Золотым Руном, с Медеей. Вот здесь нет его. Напился меда. Пришлось с ним возвращаться. Пока возвращаясь, 2 бойцов потеряли. Вот это вот ядовитое все в этой вот елочке. Да. Это черемуха мака. Оралия. Одно из названий дерева, лучше подальше от дороги. Фонтанчик. Бересклет священный. Посмотрите, какие крылья, да, по 5-6 миллиметров во все 4 стороны. А вот это вот бархат амурский. Кора нежная, как бархатная. В свое время для Тихоокеанского флота подводные лодки использовали кору бархата амурского для шумоизоляции. Вот неожиданно мы с вами пришли в горы Средней Азии, а хвост еще на Дальнем Востоке. Поэтому с Дальним Востоком не прощаемся. И вот мимо этой ивы, если присмотреться, видно вот там хвой, да? Это сосна кедровая корейская, кедр корейский. Есть 4 вида сосен: кедр сибирский, кедр корейский, сосна европейский, двустволник. Дерево, которое называют дерево-мать. Ржа орешка бывает обильно где-то раз в 3 года, и тогда все звери, птицы, люди меняют свой обычный образ жизни. Соболь-хищник, урожай переходит на питание кедровыми орешками. Птица-кедровка делает запасы, не до всех добирается. Причем на зуб полстакана семян. От 40 до 100 штук отборных. Так что взлетает, как самолет пригруженный. А прячет ровно по 6 семян. И вот от 3-4 километра, а 6 стволиков растет. Упадишь под дерево, темно не выросло бы. Мыши делают запасы, они про них не забывают. Но всегда мышь доживет то время, когда она приступит к этим запасам. Люди берут колот, идут колотить кедровую шишку. Не случайно еще при Иване Грозном кедровое масло был экспорт-товар Руси. И хитрые купцы иностранные требовали, чтобы продавали его, бочка из дрозоси тоже шла в дело. А в свое время в Древнеримской империи, когда Северная Африка тоже была из провинции Кирена, всю дань, налоги собирали одним из видов ферла под названием сильфий. Считалось лекарство чуть не от всего. Так что популяцию всю извели, но на монетах вот она еще, этот сильфий остался. Это здесь, посмотрите, какая симпатичная, правда, крушина. Крушина с пленифолия, какая разрезно-листная.
Вот, что еще посмотрим? Это борец джунгарский, второе название борца Аконит. По легенде, от пса Цербера слюна была, из него и вырос. Айны смачивали стрелы, гарпуны таким варевом из аконита. Это у нас сауча. А вот здесь у нас листочек оторвать можно и растереть на ладошке, да? Можно почувствовать запах, узнаете? Это у нас тимьян, он же чебрец. Есть запах, да. Он же богородская трава. Что-то сейчас в свое время одно из древнейших лекарственных растений. Еще на шумовских табличках тоже вот этот чебрец используется. Когда французов бальзамировали, тоже чебрец использовали. Потом город Богородск в честь Богородска. А это вот другой вид чебреца. Да. А возвышается на горе это ель Тильшанская или ельшредка. Тильшань, крыша мира. Вот там вот растут такие 500-летние, 50 метров высотой бывает. А хвоя 28 лет может держаться. Вот видим с вами отцвело, тоже интересное растение, лист сложный. Это ясенец, он же диктамнус, он же не поликупина. Когда она цветет, то лучше не держаться подальше, потому что можно поднести, эфирные масла вспыхивают. Вот иногда я там показываю, если там зажигалка, колесико зажигалось, то там пузыри потом бывают. Не надо решать те, кто в запасе, дальше значит. Но особенно нюхать не надо, с голыми ногами ходить. В Крыму бывает, на Кавказе, так что в ожоги тоже бывает. Очень хорошо. Знакомая, вы помните, да, особенность тела? Это лапчатка. Интересный мох. Мох. Желтое что-то. Все возможно, но это не случай южной экспозиции и камни, так что здесь теплее все-таки. Сейчас расскажу. Это лук пскемский, а вот этот вот морковник чимганский, очень любят пчелы, прилетают. А отцветает здесь семена. Да, и это вот такой, нет, она отцвела давно уже, да. Но когда цветет, у нее внимание. Да, розовая, совершенно верно. А это помогает ей просто-напросто разлетаться. Крым, Кавказ, видите, да? Уже видим с вами плоды, значит, соответственно, были цветы. Это кликачка перистая, это знаменитая грузинская пряность джонджоли. Знаете, в Москве систему ресторанчиков? Когда она цветет, как мы капусту квасим, так Грузия просто консервирует. А когда сейчас стали границы между Грузией, Южной Осетией, Абхазией, стали в Онджули. В лес ходили, оказывается, территория уже другой страны. А здесь видим сами один. Так что они совсем не похожи. То отдельное семейство конско-каштанов, это семейство буковое. Девисилы самые разнообразные. По легенде считается, что когда Елена Троянская, она бросила своего мужа Менелая вместе с дочкой Гермионой, то Гермионе лила слезы. Так что здесь вот вырос девисил. Часто бывает похоже на девисил телекия, но они различаются. У девисила видим здесь лист сидячий, а у телеки черешочный. Лист сидячий. Растение Кавказа. Перед нами шалфей клейкий. Он действительно клейкий. То есть, если вот так вот потрогать, да, то можно слегка приклеиться. Ох, ничего не видно из-за вашего зонтика, честно говоря. Я его закрою. Да. Посмотрите, когда насекомое сюда прилетает, оно вот на эту, как на педальку садится, смотрите. И что происходит? Как богородская игрушка, видите? Пыльца. Видите, свои? Пыльца попадает в насекомое, и потом будет приносить уже. Вот такой пример симбиоза. Это у нас с вами купена. Она же Соломонова печать называется. И хотел задать вам вопрос, а пойдем ли мы с вами туда, куда ходить не всегда было? Можно? Да. Конечно. Еще вы. Какой можно? Куда нельзя. Пойдем туда, куда нельзя. Не всегда было можно, но пойдем. Ух, как тут вообще круто. Идет ли кто-то за нами? Наверное, идет. Ух ты, класс. Да. Обзорная площадка. Да, видим мы с вами здесь стацию горного озера. Согласен с вами. И Смотрите. вспоминаем Джуанчжао, тени глубокого сна. Не бывает цветов без бабочек, не бывает гор без озер.
не бывает пруда без тины, Ты видишь, не что? бывает человека без Она не недостатка. видит, ее надо поставить. Можно пройти вот туда туда двум пройти. человекам, но одновременно Говорю, не больше подержи двух, её и за молодежь шкирман. держим за руки, да? Мы сами 6,5 метров, это все. Бывают желтые кубышки, и кувшинки бывают белые, чисто белые и различные гибридные. У нас на Руси кувшинки назывались одолень трава. Та самая одолень трава, которая лечит зубной боли, брали в дорогу, и компонент для приворотного зелья. Но сорвать кувшинку было не так просто. Из запаха русалки, миксер на дно водоем могли утянуть. А если срезать, то кошмар за жизнь могли срезать. И можно полюбоваться, посмотрите, как отличаются ель и пихта. Вот, кстати, на заднем плане ель, а ближе пихта. У пихты более плоское ветвление, хвойники плоские. И если у ели шишки вниз висят, то шишки пихта они растут вверх. И спелую шишку мы не увидим внизу. Она распадается, пока через вверх не останется. Согласен с вами, одно Там из- красиво. Мы как бы на Кавказе, но как бы пока в Москве. А дерево бывает могучее 55 лет. Колокольчик молочно-цветковый. Вот это буквица, а тут чемерица. Но она уже так вот. А вот там мы с вами видим большие листья. Большие листья. И это борщевик Лескова. Нам же печально известен борщевик Сосновского, который в 40-50-х годах с Кавказа пересли в нашу местность для того, чтобы коровы его ели. Но мнением коров поинтересоваться забыли. После солнцевания коровы действительно ели, но молоко получалось севатым, отец с привкусом. А после того, как сельхозугодие забраться стали, больше заниматься этой территорией. Каждый год у нас теперь скачать плюс 10%. Проблема колоссальная. По латыни большой отца Гераклю. Помните смерть Геракла, который плач, которому Денис дал? Если в пасмурную погоду дотронуться борщика Сосновского, мы льдой смыть, мощь еще обойдется. Если в солнечную, сразу фуру кумарины очень чувствительная становится к ожогам. Вот. Так что это зависит уже от того, какой процент поражения у детей в погибельных случаях. Так, а вот здесь мы с вами посмотрим. Да, это у нас, видим, с вами потихоньку созревает тоже урожай. И это кизил, он же шайтанова ягода. Почему шайтанова ягода? Есть такая легенда крымско-татарская, где говорят Аллах и шайтан. Когда он строил мир, небо, землю, успела весна, зацвели сады, и он довольно лег отдыхать. Но отдыхать ему не дали. Всякое, то есть садись сюда, до дерева тащит, другой не пускает. Пришлось Аллах, пусть каждый себе по растению возьмет, и свары прекратятся. И тут же шайтан первый. Я себе кизил возьму. Почему кизил? Ну как, первый цветет, теперь должен был носить, молодая ягода в цене, на рынок отвезу, разбогатею. Лето, вишни, черешня, абрикосы. Кизил все зеленое. Тогда шайтан начал его дуть. Он покраснел, но спел не стал. Осень. Люди говорят, ну как, говорит, шайтан будет? Фу, говорит, гадость они идут из себе. И кизил почернел от огорчения. И только поздней осенью люди собрали и использовали. Варенье получилось хорошее, так твердое, ложком, с трудом проваливаешься компоты. Но шайтан не был бы шайтаном, если бы не отомстил. И он устроил так, что в следующий год уже кизил был в 2 раза больше. И солнышко все свои силы потратило, потому что он созрел. И на зиму солнца не хватило. И все сады померли. До сих пор такая примета. Уже кизила в суровой зиме. А вот это у нас акант мягкий. Акант. У нас с вами Крым и Средиземноморье. И вспомним с вами архитектуру Древней Греции. Колонны бывают ионические, дорические и каримские. Вот капиталь каримских колонн сделаны именно по образоподобию этого аканта мягкого. Так что даже сами скульпторы все равно учились у природы. А мы с вами идем мимо этого клёна флотера и уже встретимся на той стороне имитации Да. Дождик, однако, идет. Мне вот нравятся вот такие вот всякие места, когда много камней и всякие. О, так вообще прям. А, это мы сверху видели, это типа озеро. Вот эти кувшинки. Кувшинят. Цветут. Все это кувшинка. Так что вот там мы с вами были, да, и видим мы с вами горы, город Московского университета. Самый
Прикольно, слушай. Это смородина альпийская. Они такие здесь плоды, они белые, желтые, красноватые. Они не ядовитые, но безвкусные, желеобразные. По латыни смородина называется ревень. Арабы очень любили ревень, когда они Испанию захватили, попутно выше красная смородина. А просто слово смород, смрад. Помните, река Смородина? Граница между миром живых и миром мертвых. Что тут русским духом пахнет. И что предусмотрели для иностранцев, такой диалог на рынке. А это смородина черная? Нет, красная. А почему она желтая? Потому что зеленая. Да, вот эти большие листья — это катальпа. Улучшение цвета вина, потому что не дает, но не вполне полезно. Вот это вот добавляли в вино для цвета. Территория Северной Америки. Потихоньку Вот она... это да, тут вообще устроили территорию, разнообразную территорию. Вот это вот лириодендр. Посмотрите, какой лист интересный, правда? Это дерево хорошее, быстро растет, но вот заболело, поэтому у нас тут прирост ценз, посмотрим, как дальше будет. Называют его еще тюльпанное дерево. В США бывает метров 60 и замечательный медонос. Да, а для Москвы не совсем обычно. Для Москвы все не совсем обычно. В общем-то, вообще очень все необычно. Какие интересные листья. Камушков набросали. Клен плотнозибовый. У нашего клена строительства бывает 5 сил почти, а здесь видим с вами 9. Погряник японцев тоже, посмотрите, да. Замечательная форма листьев, да, и цветы, плоды бывают прямо на стебле, иногда вот даже на стволе, так называется калифлория, как у облепихи или у какао бывает. А вот это вот такие большие листья белокопытника. На Дальнем Востоке заросли бывают, вот с Дальнего Востока, да, что вернулись 1,5 метра 2,5 бывает, а диаметр листа 1,5 метра. Русский человек скажет просто лопух, да, расхалини, но это белокопытник. Японцы называют его фуки, черешки едят. Ну, по-моему, главный рецепт дальневосточной кухни — это что папоротник, что вот этот белокопытник, побольше мяса добавлять, и все хорошо бывает. Тогда да все сходится. Да, все-таки сказку про кашу из топора, да, она у нас очень хорошо известна. В английском названии есть слово масло, потому что когда не было холодильников, кусок масла, завернутый в лист, он просто лучше сохраняется. А вот это вот ревень как будет. Американцы ревень называют королем пирогов, а у нас Руси это лекарственное растение. Но в старом рецепте русском в конце было 2 строчки. И в течение 2 дней не выходить со двора. Сильно слабительное, да, как Осип Толстого. Но, впрочем, это в шутку. Петра не виню, больному дать желудку, полезно ревеню. Что при это не бывает, обеспечит дневной витамин С в человеке. Есть еще актинидия, острая арбута, лиана, сантиметров 6, 8, 10 вырастает. На Дальнем Востоке можно выдержать, качаться, как на качелях. Кстати, известно, актинидия китайская — это киви, так что киви — это тоже актинидия. А это микробиоты. Это костокнижный вид, а Дальнем Востоке и не можжевельник, и не дует, поэтому это отдельное название микробиота. На гольцах растет. Это лунникоживающий, это тис, только другой, то ягодный, а это куспидат остроконечный, с критичной формы. А это вот орех манджус. Он совершенно крупный и у нас, и в Китае, и в Корее. Но для очень много мебели какие-то загадочные воздух появляются. Когда можно было рубить, то элитная ржаная ложа из ореха манджурского получаем. Так, если мы пойдем туда, то выйдем, где и входили. Ну, поскольку дождь еще не сильно, давайте еще заложим небольшой вираж. Посмотрите, это клен астральдис, но форма рассеченная, сорт диссектор. Видим с вами? А вот это у нас калина. Калина говорит, я с медом хороша, а мед говорит, я без тебя хорош. Нижняя часть калинки, она, получается, закрутилась, поэтому она оказалась сверху. Пихта. И вот то, что мы говорили, вот это, с прошлого года шишка разлетелась, и стержнек вот так вот остался. Пихта корейская, здесь здоровая. А вот это что за красота? Это одна из ветрениц. Просто мы с вами знаем маленькие, да, ветреницы бывают и леса, а здесь вот видите, каких размеров достигает. Пихта корейская. Однако. Маленькая, как Посмотрите, корейца. различные можжевельники тоже в Северной Америке. Смотрите, вот это вот можжевельник скальный, а вот это метасеквойя. Ее описали изначально как ископаемая. А потом выяснилось, что она оказалась живая. Во время Второй мировой войны почти правильно в Китае и в Японии обнаружили. Но ее на листопад обнаружили без листьев. Не поняли, что это такое? Потом нашли уже с листвой.
И то, что думали, что вымерло, оказалось, что живет. Живая. Да, а вот это вот сафора японская, все, меняем сами направление, выходит в Болгарию. Указатели. Это грабы. Смотрите, какие темные стволы и очень запоминающиеся плодики. Так что это, знаете. Граб это спутник бука и дуба. Но древесина твердая, но поскольку дерево не такое большое, то и ценность древесины, соответственно, тоже не такая большая. Это еще клен. А вот это вот клен генал или приречный. Видим с вами по крылаткам, да, то, что клен. И вот можно найти бесконечное число переходов. Есть клен татарский, у которого считается, что одна лопасть выражена, а здесь вот лопасти 3. Но опять эта выраженность 3 лопастей, она может бесконечное число. Это когда они совсем ярко выражены, когда их почти нет. И поэтому спорят, это один вид, один в Европе, другой на Дальнем Востоке, или все-таки разные. Ну, это спорить можно до бесконечности. Скажите, а вот этот клен, который во дворах у нас растет в огромном количестве, такой какой-то, Веселилистный. с такими лопастями, вертолетиками, да? У всех кленов, вот как раз отличие, у них как раз двулопастные. То есть, Да. если у ясени одна лопасть, у клен... Но дело в том, что вот практически везде во дворах очень живучий, это клен яснелистный. Почему-то лист на ясень похож. Вот как ни странно, еще в 19 веке это было растение оранжерей. Было растение в оранжереях, да, думал, что какая редкость. А потом выбрался, распространяется по рекам. И Очень поскольку быстро распространяется. да, то есть он у нас в черной книге. Вот как борщевик в черной книге, да, как клен яснелистный тоже в черной книге. Посмотрите, какие красавицы тополя. Напомню, что здесь нет деревьев старше 70 лет, кроме оврага, где дубы изначально были. Это тополь белый или серебристый. По латыни тополь называется популюс, народное дерево. В Греции в было время на площадях их высаживали. Вот. Самый известный тополь это осина, тополь дрожащий. А если едем на юг, видим сами, это тополь бале. Но здесь было холодно. И скрещивал тем тополя. Тополь бале с тополем белым, степлоидная осина. Получалось это тополь московский, тополь советско-пирамидальный, тополь яблоково. И что интересно, тополь советско-пирамидальный, только мужские экземпляры. То есть нет тополиного пуха, тоже очень много. Вот так вот. Осина – это тополь. Понятно? Ты понял? Да, один из видов тополей – это осина. Осина – это тополь. Понятно? Вообще нет, у меня сбой программы. Не, ну вот, ну как бы вот эти листья тополя, они же на осину похожи. Ну вот, это как бы осина, один из видов тополей. Вот он сейчас сказал. Черная книга, я так понял, что какое-то растение, его слишком много, Ага. то есть оно захватывает, так сказать, территорию, как борщевик вот этот. И вот это вот яснолистный клен, который у нас во дворах, вот, ну, вертолетики такие, он же растет везде, захватывает. Его еще канадским кленом называли или каким-то там, но он нифига не канадский, это вот такой вот, ну как бы неприхотливое растение. Любопытный лист, где-то край листа вот практически цельный, а где-то, посмотрите, какой вырезанный. Это шелковица. Причем вот этот экземпляр лет 6 назад он просто лежал даже вот здесь на дороге. Его смогли поднять, такой расщепленный, скрутить. Стянули, Да, и видите, продолжает расти. Хотя, конечно, идет очень здорово. Но сейчас весна еще холодная была, никак. Та самая шелковица, лист, который есть шелкопряд, шелк получает. Китайцы могут шелкопряд сидят, тоже белок. Ну и вот, да, ну и водку тут его получает из тутоника, совершенно верно. Ну, Видите, в сколько? Средней Азии или в Крыму, так что... да. Сколько мы алкогольных напитков тут уже. И джин, я могу Ну вот я... Шелковица. Тутовое дерево. Прикольно. О, машина, девятка. Лещина куст непростой. Если с помощью волшебной лозы вам в голову придет искать воду, то пользуйтесь лозой ивы либо лещины. А если золото, клады, то свежесрезанным прутиком лещины. Срок действия свежесрезанного прутика 3 дня. Срок действия прутика 3 дня. Давайте посмотрим на эту березу и вот на этот лист. По-моему, он вполне себе замечательный. Видите сами, какой резной лист? Перед нами береза далекарлийская, шведская провинция Даларна. Береза – это наше дерево. Про нее загадывают загадки, пословицы. Говорят, в сосняке веселиться, в березняке жениться, в ельнике удавиться. Или есть такое дерево на 4 дела. Первое дело свет освещает, березовая лучина. Второе дело крик заглушает. Береза белая, а деготь черный. Дегтем смазывали колеса телег, чтобы не скрипели. Третье дело больных исцеляет. Горшки, которые распадались, перетали берестой битый горшок, а 2 века служит. И четвертое дело тело очищает, это, конечно, березовый и верен. Согласитесь, весьма замечательная ель, так, форма золотистая, мы с вами видели.
ну, лапы практически до земли. Как в горах бывает, если земли касается, то могут землей присыпаны и отводки, могут и вегетативно тоже. Водные породы тоже растут, как ни странно. Так, это у нас ива ломкая, она же называется ракита. По латыни его называется саликс. Знакомая. Аспирин, коростельный, как жаропонижающий, использовали. Если вдруг заблудились, то вот. Как уже был ГПС. Там принцип коллекции систематический. Здесь, чтобы доплат другой, географический. Вот это вот участок Дальнего Востока. Здесь, где, видите сами, береза далекорейская, дуб, форма пирамиды, это Европа. А здесь Северная Америка. И посмотрите, в Северной Америке какие красавцы. Вот этот, это псевдоцуга, лжецуга. В США бывает коммерческого дерева 80 метров в 100 и даже выше. Поэтому мы с вами, у нас тоже, представляете, какие красавцы, да, вот так быстро растут. Да. Поэтому мы с вами между Америкой и Европой по Атлантике до севера и движемся. И граб каролинский, помните, вы видели граб Амтейла, это граб каролинский, он оказывается, конечно, у нас в Америке. Граф Каролинский. Из Каролины. Смотрите, всего-навсего 6 видов. Ну, хорошо, подвержены мутации. Вот с этим мы с вами уже знакомы, виделись, правда? А вот здесь, посмотрите, какая форма нитевидная. А вот здесь вообще напоминает папоротник. Один вид кипарис горькоплодный. А вот это у нас туя западная. Да, хорошо, симпатичное, знакомое нам растение. Хотя в озеленении в 90-е годы было такое выражение жаргона, как газона туевый стиль. Когда в Европе выкапали чуть не своих ландшафтов туи, продавали сумасшедшим ростом и сумасшедшие деньги. Но туи в этом не виноваты. Европа на 16 века взяли, у нас с 18-го. Есть около 200 сортов. Есть быстрорастущие, которые живые изгороди бывают, а какие-то, наоборот, медленно растущие. То есть одно дело там Брабант, Колумна. Перед нами бобовник. Он же называется золотой дождь. Видимо, сейчас плоды были цветки очень эффектные, но все зеленые части растения ядовитые. Одна барышня себе вместо сережки в ухо сразу распухать начался. Поэтому не пробуем, так? Если покачать, ну, конечно, от погоды зависит, то можно почувствовать запах, напоминающий запах котов. Есть? Да. Это самшит. Для московского района крайне замечательный куст. Обычно то, что под снегом, то, что уже, то, что уж подмерзает. Многие знают под Сочи, под Хостной тисовой самшитовой рощи. Но там колоссальная проблема. Самшит там практически съеден. Перед Олимпиадой 100 года из Италии завезли для озеленения самшит вечно зеленый. А с ним попала бабочка, самшитовая огневка. Она размножилась и съела весь самшит классический. Проблема сейчас для всего. Красное дерево у нас не растет, но ольхи черной древесина на срубе краснеет. Краснодеревщика. Древесину ольхи хрупко, говорят, что из-под ольху согнешь, а сгоряча и вяз сломаешь. Или толкуй про ольху, а дуб крепче. И самые лучшие дрова для копчения – это ольховые. Ольховая щепочка. А вот это вот, видим мы с вами, это вяз. Помним с вами, Есенин говорил про Москву: я люблю этот город вязовый, пусть обрюзган и пусть одрях, золотая дремотная Азия почему-то плохо. Но с вязом в Москве большая-большая проблема. Они усыхают, а причина в этом голландская болезнь илевых пород. Вяз дерево кольцосуистые, а суд закупорт гифами ГБ, а за их маленькие шкилем и заблонки. Вот в Сокольнике был один спросик вязовый, не остался. Здесь заказник Воробьевы горы, в Аптекском только один старый вяз остался, так что проблема большая. Тут переводчик нужен. Я понял, что проблема большая. Слышь, овцебык – это не гибрид овцы и быка, а коньяк – это не гибрид коня и яка. На флаге Канады. Это клен сахарный. Тот самый клен, который получает и кленовый сок, и кленовый сироп. Совершенно верно. Еще индейцам было известно, в пионерах у Купера подсачивали и по тысковым трубочкам собирали и выпаривали. Вот, а этот клен другой. Видим с вами здесь более резной листик. Да. Это клен серебристый и сахаристый. У нас около, вы видите, даже по дороге мы так с какие-то виды клена, у нас 45 таксонов клена, поэтому даже отдельная книжка аксионов белокладная. Так, а вот это у нас сумах. Сумах пушистый или оленерогий. Если присмотреться,
Ну, это лучше, чтобы это то молодые побеги опушения, как панту молодого оленя, как рога. Перед нами эрга канадская. Что же с ней произошло? 2010 год это была не только засуха, да, но еще и была ожилец, ледяной дождь. Посмотрите, она вот наклонилась, и сейчас вот распределиться уже не смогла. И ветви, они начинают расти к солнцу, то, что мы с вами видим. А это та самая эрга канадская, которая, знаете, сиреневые такие плоды, потом темнеет, птицами разносится. Так что это вот из дворянских усадеб разнеслась и где-то уже встречается, где не попадя. А в Белоруссии уже такое вполне себе инвазионное растение. Ирга канадская. Вот так вот. Европа здесь у нас. Спать хочется из-за дождя. Начинают расти уже почки. Пока они еще вот, уже увеличиваются за эту неделю. А будут сантиметров до 1,5. Длинные, веретеновидные. Это перед нами бук. Помните, когда кисло рогами с Бендеру за этим газовым столом бегали, это вот гнутая венская мебель именно из бука. Название буковина, бухенвальд, топоним от слова бук. Высокие деревья метров до 40, до метров диаметра, коловидные стволы, серая кора. Бывают у них орешки, кабаны их дикие жируют. Человеку в сыром виде лучше не есть, голова может заболеть. Но в патках прожаривают с мукой, потому что лепешка тыкает. Есть бук восточный и бук лесной. На хвое этой сосны видно какая? Да. Длинная. Отличается сосна обыкновенной? Это перед нами сосна крымская или паласа. Сосна обыкновенная достаточно захузочная растение, а крымская еще больше. Кто считает, что это отдельно, кто считает, что это там подвид сосны черной австрийской. Все мы, конечно, помним с вами легенды про цветок папоротника, который цветет только на Ивана Купалу. И рассказывают, что в этот день у одного мужика быки убежали в лес, пошел их искать, ему цветок папоротника в лапоть попал, сразу глаза, уши открылись, стал понимать язык зверей, птиц, видит сквозь землю, где клада, но сжег ему цветок руки, выронил, и наваждение сразу все спало. Тоже ботаника, сейчас только легенда. Папоротник не цветет. Не случайно его в 19 веке назвали тайнобрачностью, в отличие от цветков явно брачных. И можем мы с вами посмотреть, вот если листовая смотрим, видим с вами, здесь вот такие, да, здесь мы с вами видим вот эти вот сорусы, в которых совершенно, наверное, споры. У щитовника они бывают округлые, а здесь видим с вами овальные, вытянутые. Так что это такой изящный вая под названием кочедыжник. То есть щитовник мужской, кочедыжник женский, обычный наш папоротник. Про папоротник песня Леонида Агутина вспоминается. Особенность нашего сада в том, что здесь деревья растут не по одному, а сообществом. Это искусственно, но развивается уже по своим законам. Как видим с вами чашечки сосны, сосна кормит ли побывать. Но вас, конечно, обратил внимание вот эти ели. Это ель змеевидная, там ель шренка. Что же с этой елью произошло? Мутация. Кстати, всего-навсего одна хромосома взяла, поменялась. Кстати, как изменился облик? Если с нее собирать семена, если что, по расщеплению большинство будет обычно наши ели европейские. Если черенковать, то свойства материнского дерева уже сохранится. Ель-мутант. Бывают мутации. Да. Природа по одним законам, да? То есть просто какие-то мутации оказываются более выгодные, какие-то менее выгодные. В лесу у ней шансов маловато, да, потому что обычно растут быстрее. Поэтому белым воронам жить не всегда просто. Да. Это у нас волчий ягодник, деревенские дети иногда балуют, пержулочка, розовыми цветами цветет, очень красивый. А вот это вот чашечек ели. Все мы ель помним, начиная с Нового года. Откуда все это повелось? Племена древние германские считали, что лесное божество, лесной дух живет именно в кроме природы. Поэтому особо важными событиями вожди племен приходили в лес, а останавливались перед деревьями, просили заклинания, а на лапах еловых оставляли дары. Что с легкой руки Петра I повелось у нас, он украшает дома и проезжие улицы сосновыми, еловыми и можжевелыми ветвями. А будет кто из граждан нарочитых духовного или мирского звания, то проезжаются деревья украшай, а кто паскудствовать не может, хотя бы ветхорыми приставить. Также фейерверки, палить из пушек, кататься на санях, но в усмерть не упиваться. Поэтому для этого остальные недовольны. Тут у нас какой-то домик. А вот это у нас хмель. Однолетняя Вот трава, а выше двора. Сейчас у нас пиво варят во всяких регионах.
Но только в Чувашии хмель бывает собственного производства. Посмотрим, как он распространяется очень и очень быстро. Но в то же время, одно дело, когда вот шишечками, которыми хмель, набивает подушку иногда, и спать можно хорошо без всякого снотворного. Не зря я буду. Здание дендрария идем. О, рябина. Рябина? Дело в том, что вот эта рябина, это сорт рябины, называется невежинский. Оно еще рановато, но если кто готов попробовать, то есть, да, я понимаю, что вы видите, она менее горькая, чем наши рябины. И вот знаменитая смирновская рябина на коньяке, которая первый вкус. Он ее Вполне назвал нормально. рябину вот эту вот нежинская. Но это он специально назвал, чтобы Ну-ка. конкуренты искали не в Невежино, да, некрасивое название, Зашло. губерния. Согласитесь, уже сейчас еще вполне себе более сладкая, чем рябина вот наша обыкновенная. Нормально. Правда? Годится. Да. Во многом визитная карточка нашего сада древовидные пионы. Травянистый пион, цветок не маленький, 10-12 сантиметров, а здесь в 2 раза больше, 20, а то и 24 сантиметра. Был знаменитый ботаник англичанин Форшин, чайный вор. Одно из самых сильных его впечатлений было, когда вел мандарина китайского, который курил трубку, пил чай, писал кудрёвый пион с 70 цветками. Еще в 19 веке это было растение жирей. А в середине 20 века попал в наш сад, и отбор начались. Отбирали наиболее муростойчивых, плюс воздействие атома, облучали. И вот до недавнего времени у нас была еще отдельная экскурсия. Это регенатор Успенском Марина Сергеевна проводила по древним пионам. Они играют в конце мая, начале июня. И была знаменитая китайская красавица Ян Гуньфэй. У нее в спальне постоянно стоял букет пионов. И император был все ее прихоти. Кончилось тем, что император потерял. Но пионы в этом не виноваты. Это те самые пионы, которые на большой клумбе вырубили в итоге, чтобы сделать фан-зону. Там же тоже деревянные, ну, древесные уже были корни у них. Ну вот сейчас вы просто видите, они могут до 500 лет расти. Вы чувствуете, да, вот что такое травянистые, Да. такие не вырастут, как не старайтесь. Да, да. Сейчас я вам покажу. Там у главного здания же они росли, где вот фонтаны и... Вероятно, да, но не буду я. Ага. Вот просто посмотрите, вот этому кусту, он уже в основном 60 лет, да, хотя еще пусть немного, но цветет. Так, помните, мы с вами про псевдоцугу говорили? Посмотрите, какая замечательная шишка. Ой, какая красота. И вот это вот, поскольку растение североамериканское, то легенда тоже индейцев в Северной Америке, по которой белки стали жаловаться на мышей индейскому божеству. О том, что мыши залезают и едят семена. И божество мышам это запретил. А мыши не послушались. Снова туда залезли, божество рассердилось и навеки их там оставили. Видите, вот эту кроющую чешу, как будто мышиные хвостики, она напоминает. Да, да, да. Поэтому, да, шишка вполне себе запоминающаяся. Шишка с мышами внутри. Заходим в царство цветов. Вот это да. А в настоящий садик на цветение. И вот видим мы с вами, что с апреля по начало октября различные растения меняются. Всегда есть что посмотреть. Как и роза еще продолжает цвести, флоксы, так что зачем угодно. Хоть и листья хоста краев теневого сада, гортензии, есть чем полюбоваться. Вот на этой туе очень часто прилетает сова. Поэтому бывает внизу погадки, там можно найти чего-то летающего. Ну, понятно, ночью ее время. Но так здесь совы живут, совят даже выводят. Ну и хочется сказать, что счастье человеческое Клочков представляет себе примерно так. Хорошо, когда у крова сад растет в полдесятины, хорошо иметь корову, добрую жену и сына. Нечаянно в Москве была выставка «Цветы, остатки рая на земле». Ну что, дождь нам не помешал. Вы сейчас можете самостоятельно погулять и на этой территории, и на Розарии. И спасибо, что к нам пришли. Спасибо вам. большое. Спасибо большое. Было очень интересно. Скажите несколько слов про экскурсию. Было очень интересно, не всегда понятно, но очень классно Да. и красиво здесь. Тоже было интересно, конечно, без экскурсии в такое место ходить смысла особого нет. Потому что не узнаешь, не услышишь того, что рассказывают. Вот. Ну, конечно, дикция у
экскурсовод немножечко страдает, но видно, что человек увлеченный, очень много всего знает, его прям распирает от этих знаний. Ну, чем-то он с нами поделился. Мне понравилось. Особенно вот те места, где можно было забраться наверх, где скалы такие, имитация озера. Ну, немножечко посмотрим, давайте цветочки теперь. Просто небольшой обзор цветов. Вот здесь, где цветочная у них зона с названиями. Трудно, конечно. Садовая группа. Такие вот прекрасные. Лилейник. Названия трудно произносимые, но шикарные просто вообще некоторые из них. Прям. Хотите вас у растений сфоткаю? У этого белого. Здесь вот Эмилия. Здесь вот тоже одно из растений. Здесь вот красивое какое растение вообще. Огонь. Так, а там где-то еще розарий. Пруд с кувшинками. Не перелезайте, пожалуйста. Да мы не перелезаем. Нет, вот за это говорю уж. Останется. Шикарный пейзаж с кувшинками. Спасибо за счастливую жизнь. Однако. Кому спасибо? О, а там рыбки плавают. Эй, смотри, там красные рыбки. Рыбы, рыбы, рыбы. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Давай, сиди, Рыбы, вас видно? Прям как этот пруд из этого, из Буратино, да? Да. Розы. Розы. Красиво. А мы идем снимать кошку, которая сидит под кустом. Ой, куда ты? Эй, эй, кот, мы идем тебя снимать. Скажите несколько слов о вашем прекрасном ботаническом саду. Как вам здесь живется? Какой вы разноцветный кот. Трехшерстная. Или вы кошка? Приносит счастье. Дайте лапу, кот. У меня, видишь, ничего нет, к сожалению. Да, ты можешь об меня потереться, я не против. Иногда тут пейзажи какие-то вообще не похожие на Москву. То есть вот эти вот здания, они, я бы, если бы это не университет, я бы не сказал бы, что это Москва. Она водоросли ходит. Газон не луна. Героем не станешь. Ой, а куда это мы пришли? Это уже выход. А, мы пришли к выходу. А, ну там это еще не выход, там вон еще розарий. Пошли. Пойдем. Мы идем в розарий. Мы идем в розарий, а вы пока что поставьте лайк и подпишитесь на канал. И можете... А там что? Там тоже пруд. О, там пруд. Мыс Доброй Надежды. Смотровая площадка. Мыс Доброй Надежды. О, нифига тут. Класс. О, тут утки. И много разных. Не облокачиваться, мокро. Тут одних фотографий можно наделать достаточно. Да? Указатели. Академика Хохлова. Это вот там вот улица, по которой мы пришли. Коллекция сирень. Кстати, вот здесь вот он говорил, что это аллея лиственниц, вот этих, которые китайцы высаживали. Вот она. Это коллекция сирени, разнообразных сиреневых кустов, деревьев. А это вот розарий. Пойдем смотреть розарий. Розарий — это когда где розы всякие растут. Их можно фотографировать бесконечно. Поэтому мы не... Ох, как они тут пахнут. О-о-о-о-о. Запах вообще огонь здесь. О. Вот эти не пахнут. А вот эти?
Вот, когда еще молодые, еще пахнут. А может еще из-за дождя? Что мы сбиваем? А может еще из-за дождя. Попробуем макрофото. Получится капельки на макро. На газон не заходить. Газон засиян. Это такой грузин. Или армянин. Вот это что? Это типа сирень? Вот такая. Похоже на сирень, да? Ну, вообще здесь только розы. Ну нет, здесь и сиреневые кусты, вот там. Это явно какая-то сирень. Сейчас мы узнаем, сирень это или не сирень. Ванил фралс. Фиг знает что. Пойдем дойдем до того вот этого футуристического здания в виде какого-то купола. Ну, можно сказать, что нам не очень повезло с погодой, потому что дождик такой накрапывает, не ливень, но дождик есть. Но надо признать, что зато не жара. То есть, когда жара 30 градусов, наверное, вообще было бы не очень так приятно тут ходить. Но, может быть, краски были бы ярче. Хотя, хорошая камера хорошие краски передает. Ибо вот так вот. Идем смотреть вот этот вот шатер. Не знаю, что в нем интересного такого. Но, может быть, там что-то... Там просто крыша. Интересно, большая территория такая вообще. Реально. Мы, наверное, не все обошли, да? Это просто шатер, в котором какие-то столы, может, какое-то мероприятие проводят. В общем, ничего интересного тут нет. Вот тоже какая-то похожая на сирень. Семейство гортензий. А, это гортензия. А, и там тоже гортензия была. Вот мы. Гортензия там была из Вот мы, Франции, короче, а лохи. здесь из Тормоза. Нидерландов. А это гортензия была. А вот это вот сиреневые кусты. Но они, как говорится, уже отцвели и еще не зацвели. Вот от них осталось. Что от них осталось? Их тут не обрывают, поэтому они естественным образом отцветают. Ну что, мы покидаем территорию ботанического сада МГУ. За мерчом и книжками заходить не будем. В кафе тоже. Тут очень интересно, довольно многолюдное кафе такое. Рядом тут какие-нибудь студенты закусывают в свободное время. Выходим наружу, на улицу Академика Хохлова. Это внутренняя улица здесь, на территории университета. Машины ездят. Ну все, пойдем домой, нам туда. Пока.